Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я связала вот такую кофточку с регланом сверху и одноцельной планочкой в горловине. И вязание у нас начинаем сверху вниз, именно с планки вот отсюда. И потом продолжим вязание. Здесь присоединим планки. И планка у нас немножко продолжается в виде фасона. Я украсила вот такими узорами. Это узор от коллекции японского дизайнера Хитоми Шита. Книга 250 узоров, номер 4. Этот узор мне очень нравится, я люблю этот узор. И еще изобрела вот такой узор, чтобы было более похоже, думаю, получилось. И украсила рукава. Еще, друзья, по бокам добавляла петли, чтобы кофточка до подоля получилась немножко клином. Вот видите, она вот так идет немножко клином. И здесь мне пришлось с этой стороны добавить 9 петель и с левой стороны добавить 9 петель. Я петли как добавляла, друзья, добавила по боковой линии и добавила еще по этой линии, где края узора. И с этой стороны тоже где-то на расстоянии 25 петель я начала добавлять петли. Добавляла вот так, а потом добавляю здесь, потом идет вот здесь добавляю, вот так чередуя. Я добавляла до подоля. Клин обязательно нужен, друзья, потому что у многих женщин окружность груди меньше, чем окружность таза. Поэтому здесь у нас идут размеры поменьше, а в области таза у нас размеры идут побольше. И здесь, друзья, вот видите, когда мы уже соединим полочки, планочка еще продолжается. 10 сантиметров продолжается, а потом я начинаю здесь треугольной формой платошную вязку. А, друзья, на спинной части вязано только лицевой гладью. В подоле у меня идет резинка 2 на 1, а на рукаве манжет идет рисовым узором. И закрыла я их простым обычным способом.
Друзья, как делать расчеты, как вязать, все я вам теоретически объясню в этом мастер-классе и подробно покажу на практике. Пойдемте вязать. Первым очередом, друзья, мы определяем плотность вязания для данной пряжи, для данной спицы. И у меня получается плотность вязания по ширине 2 петли в 1 сантиметре. И как определить плотность вязания, кто не знает, можете посмотреть видео на моем канале. И насчет этого будете рассчитывать ваши петли для размера. Давайте, друзья, коротко объясню о схеме вязания этой кофточки. Начинаем горловину в области центральной части спинки и набираем 9 петель, и платочной вязкой будем провязывать на правую сторону 38 рядов, на левую сторону 38 рядов. И потом будем набирать с одного края 55 петель. И эти 55 петель будем распределить по частям кофточки. Это для регланной линии по 1 петле уходит 4 петли, по 13 петель для обе рукава и 25 петель для спинки. И дальше вязание у нас пойдет поворотными рядами. Оформляем регланные линии, расширяются рукава, спинка и полочки. Чтобы оформить треугольную форму горловины переда, будем углублять на 20 сантиметров. Это у нас составляет 52 рядов. И по течению вязания этих 52 рядов, 16 рядов мы провяжем без добавления здесь петель, а потом уже в течение 36 рядов будем добавлять по 1 петле на каждую 8 ряду. Таким образом будем добавлять по 5 петель с обеих сторон. И когда провяжем 52 рядов, полочки будем присоединить и образуем здесь переднюю треугольную форму горловины. Дальше вязание у нас пойдет по кругу. Еще здесь показано, друзья, когда мы присоединим здесь круг, и сразу же здесь на этом ряду будем оформлять узоры по переду, оставляя 8 петель. И здесь вот видите, у нас планка продолжается. И планки у нас останется 17 петель. Одну петлю меньше становится. Это как я вам на практике покажу. И длина планки, когда доходит 10 сантиметров, мы потом будем оформлять треугольную форму планки. Еще в схеме, друзья, показано, по регланной линии будем добавлять по 27 петель. И в подрезе добавим по 10 петель. Откуда какие расчеты сделаем? Все я вам объясню по-теоретически и покажу на практике. Пойдемте дальше. Насчет узора, друзья. Это схема узора на теле кофточки, а это схема узора на рукавах. Обозначение одно и то же, и обе узора вяжутся на нечетных рядах, а четные ряды вяжутся по рисунку. Накиды, соответственно, при круговом вязании вяжутся лицевыми петлями. Узор на теле, друзья, в раппорте 15 петель и вяжется в течение 32 рядов. А когда на теле вяжем, здесь добавляем с обеих сторон
по 3 изнаночные петли. Чтобы сделать расчеты для схемы, нам нужно будет измерять окружности шеи. И замеры берем, какую именно горловину мы хотим. Если хотите более прилегающую горловину, берете замеры тоже более прилегающие. Если хотите посвободнее горловину, тогда значит будете брать замеры более свободные. А в моем случае я беру не очень-то туго прилегающие, не очень-то свободные, более середины, и у меня получается 40 сантиметров. Этот 40 сантиметров мы будем умножать на плотность вязания по ширине. 2. У нас получается 80 петель. Значит, когда мы превращаем сантиметр 40 на петлю, у нас получается 80 петель. И по первой стадии схемы у нас это 80 петель мы будем разделить на 3 части. Это у нас означает, когда мы создадим схему реглана, обычного простого реглана, у нас всегда петли разделяются на 3 части. И у нас получится 27 плюс 27 и плюс 26. Значит, одна часть 27 это у нас будет спинка, одна часть 27 перед и одна часть 2 рукава. 80 петель, когда разделяем 27 спинка, 27 перед, 26 разделяем пополам, будет по 13 петель 2 рукава. И когда суммируем все эти цифры, у нас получится 80 петель. Теперь мы должны отделить петли для реглана. В моем случае я буду отделять по одной петле. И эти петли буду отнимать от спинки и от переда. Значит, здесь схема у нас получится по одной для реглана, 25 для спинки, 25 для перед и по 13 для рукава. И когда мы суммируем все эти петли, должны быть 80 петель. Теперь вторая схема, друзья. Из этой схемы мы отделяем эту часть. Передняя регланная линия, рукава, спинку и рукава и регланная линия. Имеется 4 регланные петли, по 13 рукава, 26, 25 спинка. Всего у нас будет 55 петель. Значит, для этой части, друзья, необходимо будет 55 петель. Третий этап схемы, друзья. Здесь мы определяем, какую ширину планку хотим для горловины. В моем случае я хочу ширину планки 4,5 сантиметров. Значит, 4,5 сантиметров, когда умножаем плотность вязания по ширине на 2, у нас получится 9 петель. Значит, для планки я должна набирать 9 петель. С другой расцветкой нити набираем 9 петель. Берем основную нить и начинаем вязание. Поворачиваем нашу работу. Опять все петли лицевыми петлями. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Последнюю петлю провяжем изнаночной петлей. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Остальные все петли лицевыми петлями. Последняя петля изнаночной петлей.
И здесь, друзья, появляется вопрос, сколько рядов мы должны вязать. И на это мы будем делать соответствующие расчеты. Чтобы в этой части горловины набирать 55 петель, сколько рядов мы должны вязать планки. Четвертая схема у нас, вот это 55 петель, умножаем на стандартный коэффициент вязания. Это у нас 1,33 цифра. Получается закругленно 73 рядов. Это 73 мы разделяем на две части. Это у нас будет всего 73 рядов. Это когда мы разделяем ровно на две части, на правую и левую части, значит мы 73 рядов разделяем на 2. И у нас получается 36,5 рядов. И эта цифра у нас должна быть закругленная и обязательно в четном количестве. Значит, это у нас будет не 37, а 38 рядов. Это означает, на правую часть мы будем провязывать 38 рядов и на левую часть 38 рядов. И чтобы определить эти ряды, вот видите, на это количество петель умножаем вот эту стандартную коэффициент вязания. Это цифра стандартная. Если, например, у вас получатся петли другие цифры, например, может быть у вас 50 или может быть 58, какая цифра будет, вы будете умножать вот этот коэффициент. И у вас получается, сколько рядов здесь вы должны провязать планку на обе стороны, и потом по краям этих планок вы будете набирать именно соответствующее количество петель. Вот здесь мы провязали 5 рядов. Продолжим считать ряды. Вот мы связали 38 рядов. И вот наша нить. И обратите внимание, с этого края мы начали, заканчиваем и на этом крае. Теперь здесь отрезаем нить. Когда вы так посмотрите, это у нас лицевая сторона. Изнаночная сторона. У нас готова правая сторона горловины. Теперь будем провязывать левую сторону горловины. Для этого мы будем набирать петли вот отсюда. Вот эту фиолетовую нитку, когда вот так поворачиваете, вот здесь видно головки петли. Эти головки петли мы поднимаем и проводим на спицу. Подняли 9 петель. Теперь эти петли начинаем провязывать с этого края. Вяжем все петли лицевыми петлями. И считаем ряды. Эту сторону тоже провяжем 38 рядов. Вот, друзья, и на левую сторону горловины провязали 38 рядов. Теперь будем набирать 55 петель для рукава, для спинки и плюс для реглан линии. Нитка у нас сейчас находится
вот здесь. Планки всегда вяжем платужной вязкой. Отделяем петли планки красной маркировкой. Теперь, друзья, будем по этой краю набирать петли. Для этого, когда вот так посмотрите, здесь вот видите косички. Из этой каждой косички будем поднимать петли. И будем посчитать. Раз, два. Когда 2 петли набираем, обязательно здесь добавляем 1 накид. 4 петля, 5 петля, набираем накид. 6 петля, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ты знаешь, эта сторона будет у нас 27 петель набрано, и эта сторона 27 петель набираем. И в середине у нас набираем еще 1 петлю. И всего у нас будет 55 петель. И дошли до планки. Здесь тоже поставим маркировку, отделяем петли планки и продолжим вязание. Все петли планки лицевыми петлями. Поворачиваем нашу работу. Теперь мы на изнаночной стороне. Петли планки вяжем лицевыми петлями, а остальные все петли вяжем изнаночными петлями, а добавленные накиды вяжем изнаночными скрещенными петлями. Поворачиваем нашу работу. Теперь, друзья, мы на лицевой стороне. Теперь эти добавленные петли, 55 петель, будем разделять на части кофточки. Петли прянки вяжем лицевыми петлями. Вы знаете, они всегда вяжутся платочной вязкой. Начинаем оформлять регланные линии. Вот это у нас петля регланная петля. До этой петли берем накид, ставим маркировку, регланная петля, берем накид. Посчитаем 13 петель для левой рукавой. 13. Берем накид, ставим маркировку, регланная петля, берем накид. Теперь посчитаем 25 петель для спинки. Берем накид, ставим маркировку, регланная петля, берем накид. Посчитаем 13 петель для правой рукавой. Берем накид, ставим маркировку, регланная петля, берем накид. Петли планки. Поворачиваем нашу работу. Теперь, друзья, мы на изнаночной стороне. Петли планки с обеих сторон будем провязывать лицевыми петлями. И остальные все петли провяжем изнаночными петлями. Добавленные накиды возле регланной петли будем провязывать тоже изнаночными петлями. Чтобы не хотите образовалась дырочка, тогда эти накиды будете провязывать скрещенными.
Вот, друзья, вот таким образом вязание у нас пойдет поворотными рядами. И здесь оформляются наши планки, 2 рукава и спинка. И здесь мы будем, скажем, на лицевом стороне оформлять регланные линии, добавляя накиды с обеих сторон. Теперь мы должны оформлять полочки, друзья. И здесь как мы оформляем. Давайте я вам немножко коротко объясню об этом.